Пока в зал не вошел пес с уликой, исход дела был уже предрешен. Николас понимал, что никто не поверил ему. Ни прокурор, ни присяжные, ни даже тот, кто делил с ним камеру последние недели. Несмотря на это, он продолжал надеяться не на чудо и не на правду, а на то, что его пес Тоби поймет все правильно. Когда Николас Веер встал, он двигался медленно, словно осознавая, что больше его никто не поднимет без причины. Впереди только последний путь. Суд признал его виновным в похищении и убийстве Эллы Монтгомери, приговорив к смертной казни. Зал отреагировал тишиной. Не было ни возгласов, ни плача, только сухой щелчок авторучки на фоне общего безразличия. Все казалось заранее решенным. Николас не проявил никаких эмоций, только его взгляд скользнул по залу. Где-то за бетонной стеной в коридоре сидела старая бордер-колли по кличке Тоби. Она находилась в переноске, спокойная и внимательная, словно понимала происходящее лучше многих людей. Элла была для него важным человеком. После ухода из службы маршалов, когда он потерял многое, она появилась в его жизни и всего за несколько месяцев заняла в ней место, будто всегда там жила. Ее смерть стала ударом. Квартира была залита кровью, дверь не взломана, признаки борьбы очевидны. Его отпечатки были повсюду — на ручке, на бутылке, ботинки в крови, его ДНК на простынях. Все указывало на него. Он утверждал, что стал жертвой подставы, но никого это не волновало. После приговора его поместили в одиночку. Он не ложился на койку, предпочитая бетонный пол. Там не было боли, только тишина и пронизывающий холод. Время от времени приходил врач с лекарствами или капеллан с предложением исповеди, но Николас не разговаривал ни с кем. Через несколько дней охранник сообщил ему, что пес приехал. Николаса повели во двор, отведенный для служебных собак. У сетки, не двигаясь, сидел Тоби. Он поднялся лишь тогда, когда Николас подошел ближе, положил голову ему на колени, а тот, присев, медленно провел рукой по знакомой шерсти. В этот момент он молча признался Тоби, что не смог защитить ту, кого любил. Пес среагировал тревожным тявканьем, что обычно означало предчувствие опасности. Николас почувствовал, как Тоби напрягся, поднял голову и уже через мгновение сорвался к ограде, уставившись в сторону деревьев. Там что-то мелькнуло. Тень, возможно, силуэт. Николаса увели, но Тоби не ушел. Он пролез под сетку и исчез в направлении, которое выбрал инстинкт. Николас впервые за долгое время позволил себе улыбнуться. Вечером в новостях мелькнул короткий сюжет о бывшем агенте Николасе Вейере, приговоренном к смертной казни. Процесс проходил в закрытом режиме. Телевизор отключили, и Николас снова остался наедине с тишиной. Но теперь он знал. Где-то за стенами тюрьмы бежит пес, которому чужды газеты и юридические формулировки, но который знает, хозяин невиновен, и это нужно доказать. На 4-й день после побега собаки в кабинет начальника тюрьмы зашел человек из внутренней службы, подполковник Линч. Он потребовал показать записи с камер. На видео было видно, как Тоби сидит рядом с Николасом, затем резко встает и убегает, а в углу кадра на долю секунды появляется неясная фигура. Ни охранник, ни заключенный. Что-то чуждое. Эта тень поставила под сомнение уверенность в приговоре, который казался железобетонным. Тем временем Тоби следовал по запаху, который вел его сквозь лес и болотистую местность к месту, где когда-то он гулял с хозяином и Эллой. Тогда день был безмятежным, наполненным смехом, стрекозами и запахом кофе. Сейчас же там была выжженная земля, обугленные остатки тента и чужой запах, тяжелый и металлический. Тоби копал землю, пока не обнаружил пластиковую коробку, камеру. Он взял ее и побежал, не зная куда, просто подчиняясь инстинкту. На проселочной дороге
Он оказался перед автомобилем охотника Гаррета Миллера, который успел остановиться. Пес положил коробку у его ног. На пластике был логотип камеры. Гаррет вставил карту памяти в ноутбук. В папке с названием Night 409 он нашел видео, на котором были видны силуэты мужчин, слышны голоса и паника. Один из мужчин имел татуировку в виде пантеры. Гаррет знал ее, знал, кому она принадлежит. На следующий день он отнес карту в участок. Видео передали следователям. В тюрьме Николаса снова вызвали. Подполковник Линч показал запись. Николас сразу узнал фигуранта видео — Джадсона Риверса. Много лет назад он вел его дело, и тогда угрожал отомстить. ДНК подтверждала все. Николаса исключили из списка обвиняемых. Его вывезли под охраной. Статус изменился. Теперь он был временно освобожденным. Его дело пересматривали. Прокурор подтвердил. Один из убийц найден, второй в розыске, но они его поймают. Николас попросил вернуть Тоби. В приюте собака сидела у окна, и когда хозяин вошел, просто встала и подошла. Он опустился рядом, ощутив под руками шерсти знакомое дыхание. Он больше не хотел ни говорить, ни объяснять. Этого момента было достаточно. Скандал разгорелся сразу. Защита преступников говорила о подделке записей, о нарушениях, о предвзятости. Но суд был строг. На одной из записей Джадсон признался в случившемся. Этого оказалось достаточно. Оба обвиняемых получили пожизненные сроки. Прокурор предложил Николасу компенсацию за годы, проведенные в ожидании смерти. Тот отказался. Ему были не нужны деньги, его интересовало лишь одно — забыть все это. Он отклонил предложение от журналистов, издателей и телеканалов. Купил старую машину, собрал плед, миску, рюкзак и уехал. Дом, в который он приехал, находился на краю штата. Он был старым, пах плесенью и деревом, но был чист и одинок. Здесь тишина ощущалась как живое существо. Николас привык к ней. Он работал руками, чинил лодки, колол дрова, ремонтировал. Люди его не тревожили. Он не искал общения. Раз в месяц он ездил в город за необходимым. Так шли недели. Тоби старел. Он все меньше двигался, больше отдыхал. Но, услышав звук мотоцикла, все еще поднимал голову. Память оставалась. Однажды он просто не проснулся. Николас похоронил его под большим дубом у дома, поставил деревянный крест и просидел рядом до заката. Он не произнес ни слова. Он просто благодарил. Теперь он остался один. Без жажды мести, без злобы. Только память и спокойствие. Вечером он вышел на крыльцо, вдохнул прохладный воздух, закрыл глаза и почувствовал ту самую тишину. Ту, с которой теперь можно было жить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.